Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Государственного Совета, уважаемые участники сегодняшнего заседания, я рад приветствовать всех вас в белорусской столице в преддверии 25-летия со дня подписания договора о создании союзного государства. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчет оказался верным. Только в союзной двойке мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства. Сложившиеся двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения, которая базируется на общих языке и научно-технической школе, схожих ментальностей, культурных традиций нашей общей истории. Создан уникальный мировой опыт «Две страны, две экономики, одно экономическое пространство». Этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность. В условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушена финансовая система, безработица находится на минимальных значениях, доходы и накопления граждан растут, мы не просто выстояли, мы стали сильнее. Приведу лишь несколько цифр экономической статистики. В сравнении с 1999 годом значительно вырос объем ВВП наших стран. В Беларуси и России примерно в 2,5 раза. Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на 60 миллиардов долларов. Но необходимо задать себе вопрос, все ли мы предусмотрели, сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям. Для того, чтобы справляться со все новыми вызовами, нужна скоординированная и ответственная работа правительств всех секторов экономики. Ведь в силу особенностей текущей ситуации нам приходится решать принципиально новые задачи. Члены правительства Беларуси и России в своих докладах подробнее остановятся на вопросах оперативного реагирования на эту ситуацию. Со своей стороны хочу обозначить несколько стратегических направлений дальнейшего нашего развития. Прежде всего, необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся уже не первый год. Такие проблемы есть. Я помню, Владимир Владимирович вчера на заседании в Москве сказал, не надо стесняться говорить то, что не доработали. Люди поймут. Считаю, что задача номер один – реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на нашем союзном пространстве. Нам пока не удалось выйти на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры и различных вызовов. Инструменты решения этой задачи понятны. Скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета и рациональное импортозамещение. Важно также устранить оставшиеся препятствия в двусторонней торговле. Мы уже приступили к реализации совместных проектов в таких областях, как микроэлектроника, станкостроение, авиастроение, судостроение, но пока движемся не совсем быстро. На сегодняшний день реализуется лишь 27 импортозамещающих проектов. Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 триллиона долларов, по совокупному ВВП эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше. Выгоду от таких проектов получат как Беларусь, так и в России. В обеих странах, благодаря нашей кооперации, создаются новые рабочие места, появляется новая инновационная продукция. Сегодня мы сделаем еще один существенный шаг в нашем союзном строительстве. Подпишем договор о формировании объединенного рынка
электрической энергии. Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Работа по этим направлениям у нас развернута. Какие бы цели мы ни преследовали, строя наше союзное государство, его основная цель и целевая аудитория – наши граждане. Те, кто верит в нас, доверяет нам, рассчитывает на внимательное реагирование на их нужды и потребности. Поэтому особая тема обеспечения равных прав граждан Беларуси и России. За прошедшую четверть века многое решено в вопросах миграции, социально-трудовых отношений, здравоохранения. Отсутствуют ограничения на перемещение по территории обоих государств, обеспечены равные права в сферах трудовой деятельности, признание трудового стажа, охраны труда, урегулированы вопросы пенсионного обеспечения и социального страхования. Всем гражданам оказывается скорая неотложная медицинская помощь. Наши специалисты подсчитали, что только в 2023 году в Беларуси получили медицинскую помощь около 60 тысяч граждан России. Оказывается, поддержка семьям с детьми, отдельными категориями населения. И что нас очень радует, на любые праздничные дни, праздники и вообще Беларусь – самая привлекательная страна для туристических поездок такой гигантской страны, как Россия. Но еще многое предстоит сделать. Каждый человек должен на деле без ограничения ощутить все преимущества нашего союза. Второе – транспорт и логистика. Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду. С одной стороны, решило нашу задачу по организации логистики экспорта, с другой – дало существенную прибавку к прибыли российских компаний. Но незадействованных резервов пока очень много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути. Мы уже попробовали транспортировать грузы по этому пути, получается хорошо. Российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию высокоскоростной железной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Рассчитываем на ее продолжение по маршруту Москва-Минск. Ваше Владимирович, заявление о том, что такая магистраль из Москвы через Минск до Бреста будет, воодушевило белорусов, потому что очень много людей перемещается из Минска в Москву, и недавно мы вынуждены были еще 2 поезда добавить. Третье. Военно-политическая безопасность. Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. С подписанием сегодня концепции безопасности союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере. Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить суверенитет, независимость, а главное – сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан. Только, Владимир Владимирович, наше намерение подписать этот договор слишком возбудило наших, как вы говорили, партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили. Четвертое. Планирование и перераспределение трудовых ресурсов. Не секрет, что ежегодно российский рынок труда привлекает значительное количество белорусов, что означает в наше время нехватку рабочих рук и у нас. Та же проблема, что и в России. Нам нужна согласованная политика в этой области и действенные правовые механизмы, учитывающие интересы обеих сторон. Дорогие друзья, важно, что в нашей поездке постоянно присутствуют особые, священные темы. В мае 25 года белорусы и россияне вместе с другими народами бывшего СССР, вместе, кто разделяет наши ценности, отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшая памятная дата для наших людей, связанных общей историей, близких духовно и культурно. Так же, как и наши предки 80 лет назад, 9 мая мы вместе на Красной площади
помянем жертв той страшной войны и отметим важную годовщину исторической победы советского народа над фашизмом. Сегодня у нас, как всегда, насыщенная повестка. В ней конкретные вопросы, волнующие жителей наших стран, позволяющие улучшить условия функционирования экономик и укрепить безопасность Беларуси и России. Позвольте мне пожелать всем нам плодотворной работы. Благодарю вас за внимание и передаю слово Владимиру Владимировичу Путину, президенту России. Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги. Как уже отметил президент Беларуси, сегодняшнее заседание Высшего государственного совета имеет особый характер. Оно приурочено к 25-летию подписания договора о создании союзного государства 9 декабря 1999 года. Напомним, мы все это хорошо знаем, что это заслуга первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина и Александра Григорьевича Лукашенко. Это действительно основополагающий документ, руководствуясь которым Россия и Белоруссия за прошедшую четверть века совместно проделали по-настоящему масштабную работу. Имея в виду в первую очередь углубление интеграции в социально-экономической, гуманитарной сфере, унификацию законодательства двух стран, а также предпринятые меры по надежному обеспечению общей обороны и безопасности. Главное, что российско-белорусские отношения, союзничество, стратегического партнерства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Наши страны и народы объединяют общая история, сложившиеся между многими россиянами и белорусами семейные и родственные узы, приверженность одним и тем же нравственным и духовным ценностям. В рамках союзного государства активно развивается торговля и инвестиционные обмены. Расширяются многоплановые деловые контакты и кооперационные связи. Создаются условия для стабильного, устойчивого роста экономик наших стран. То есть интеграция на деле приносит ощутимую пользу гражданам обеих наших стран, способствуя повышению качества их жизни и благосостояния. И все это убедительно свидетельствует о правильности выбранного нами стратегического курса на всеобъемлющее сотрудничество и формирование единого экономического, гуманитарного, оборонного пространства России и Республики Беларусь. Отмечу хорошо отлаженную работу механизмов практического сотрудничества союзного государства. На регулярной основе проходят заседания Совета министров. Ведомства двух стран при поддержке Постоянного комитета союзного государства проводят согласованную макроэкономическую политику, содействуют налаживанию отраслевого взаимодействия, координируют вопросы, связанные с функционированием финансовых рынков и банковских систем. При этом особое внимание уделяется минимизации ущерба от незаконных западных санкций и других рестрикций. С отдачей работают наднациональный налоговый комитет и межгосударственный таможенный центр. Мы долго обсуждали эти вопросы, все шло непросто, выверяли позицию друг друга до мелочей, но в целом и с российской стороны, и со стороны наших друзей в Беларуси найдены все развязки, все решения, и уверен, что коллеги из обеих сторон удовлетворены тем, как работают эти механизмы. Они, безусловно, в современных условиях играют полезную роль и создают условия для уверенного роста наших экономик и движения вперед. В целом успешно реализуется решение Высшего Госсовета об основных направлениях взаимодействия в союзном государстве на период 24-26 годов. Речь идет о масштабных совместных проектах и мероприятиях в ключевых сферах промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, культуре и информационной политике. Наука, образование тоже стоят в центре внимания. К настоящему времени порядка 20% из запланированных уже мероприятий выполнено. Эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. Александр Григорьевич уже назвал предполагаемые цифры до конца года.
это прогноз, я думаю, что он достаточно верный. Но с января по сентябрь, по нашей статистике, он увеличился на 8,4%, превысил 37 миллиардов долларов. До конца будет, наверное, близок к тем цифрам, которые уже президентом Беларуси были названы. Таким образом, на Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более 4 миллиардов долларов. В республике работает порядка 2500 компаний с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике. Продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа. Согласован и готов к подписанию сегодня договор о формировании единого электроэнергетического рынка, о чем Александр Григорьевич тоже уже сказал. И это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Беларуси. На мой взгляд, это для комбыта, да, и для промышленных предприятий имеет очень серьезное значение. В плановом режиме функционирует построенная Росатомом белорусская атомная электростанция. Общая выработка электроэнергии на 2 ее блоках превысила 36 миллиардов киловатт-часов, в том числе более 14 миллиардов в текущем году, что уже на 20% выше, чем за весь 2023 год. Это хорошие показатели. Растут масштабы двусторонней промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что очень важно в современных условиях, а еще важнее на перспективу. Как мне некоторые коллеги из российского правительства говорят, только бы ничего здесь не отменяли. И, конечно, для нас возникают определенные проблемы, связанные с определенными ограничениями, но освобождение внутреннего рынка российского для наших производителей в области реального производства, в промышленности, в целом, так же, как и в свое время это было с сельхозпроизводством, в целом, в конечном итоге, играет больше положительную роль, чем создает проблемы. Отлажено у нас взаимодействие и партнерство в наукоемких отраслях, в цифровизации и микроэлектронике, в сфере информатизации. Сегодня будет принято новое решение о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года. В рамках союзного государства развивается и гуманитарное направление сотрудничества. Поддерживаются интенсивные образовательные, культурные, спортивные и молодежные обмены. Граждане союзного государства могут воспользоваться программой медицинской помощи с использованием протонной терапии на базе Центра радиологии в Димитровграде. Проводятся форумы вузов инженерно-технологического профиля. Сегодня это особенно важно для подготовки кадров как в России, так и в Беларуси. По-настоящему престижными стали премии союзного государства в области науки и техники, литературы и искусства. Учреждена также специальная награда, которая будет присуждаться молодым ученым за достижения в естественных, технических и гуманитарных дисциплинах. Предлагаем учредить и премию за исторические исследования и культурно-просветительские проекты, способствующие патриотическому воспитанию молодых людей. Уважаемые члены Высшего Госсовета, в условиях беспрецедентного внешнего давления Россия и Белоруссия плотно взаимодействуют в международных делах, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или, как дипломаты часто говорят в таких случаях, во многом близки. Как известно, на Октябрьском саммите БРИКС в Казани принято решение об учреждении новой категории государств-партнеров объединения. И мы рады, что белорусские друзья оперативно подтвердили готовность присоединиться к работе БРИКС в таком качестве. Россия и Белоруссия также наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, о чем президент Беларуси уже сказал, в военно-технической области. И это, безусловно, отвечает коренным интересам двух наших стран и народов.
В рамках оборонного пространства союзного государства функционирует единая система ПВО. Создана совместная региональная группировка войск. Каждодневные контакты поддерживаются правоохранительными органами. Недавно обновлена военная доктрина союзного государства. На утверждение Высшего Госсовета вынесена концепция безопасности, в которой сформулированы оценки текущей непростой международной обстановки и обозначены совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам. Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в европейском регионе, в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта. Мы знаем позицию Беларуси, позицию президента Беларуси, направленную на мирное урегулирование этого кризиса. Мы обсуждаем постоянно эти вопросы. И сегодня в ходе обмена мнениями, безусловно, этому вопросу тоже будет уделено должное внимание. И в таких условиях вполне логично, что сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиту суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории Белорусской Республики. Напомню, что возможность его использования в оборонительных целях в ответ на возможное нападение с применением оружия массового поражения или при отражении агрессии с применением обычного оружия, но создающее критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности, четко зафиксировано в утвержденном 19 ноября указе об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Эти вопросы мы постоянно согласовываем и с руководством Беларуси, с президентом Беларуси. Уверен, что этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Беларуси и тем самым создаст условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух наших государств. В будущем году мы отметим, как уже было сказано, 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Важно, что и в России, и в Беларуси помнят и свято чтут подвиг наших отцов, наших дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Пригласили также воинские расчеты из Беларуси принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади. И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25-26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета. В заключение хотел бы выразить уверенность, что работа в рамках сегодняшнего заседания Высшего Госсовета будет продуктивной, послужит дальнейшему динамичному развитию интеграции России и Беларуси, укреплению безопасности и оборонного потенциала союзного государства. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего мероприятия, в подготовке документов. Это была большая, такая созидательная и очень нужная работа. Спасибо большое за внимание.